У многих есть игры, в которых они провели сотни, а может и тысячи часов. И не обязательно они являются их любимой и лучшей игрой, в которую они поиграли за всю свою геймерскую карьеру. Такая игра даже может отличаться жанром от тех игр, в которые вы обычно играете. Это игра, в которой вам было по-настоящему комфортно, вы в ней отдыхали и чувствовали себя в своей тарелке. Последний год у меня прошел как зачистка своего рода бэклога. Я добирался до игр, в которые давно собирался поиграть, но все время их откладывал по какой-нибудь причине. Я закрывал хвосты, ставил галочки и вычищал этот список. И когда этот список начал заканчиваться, я поймал немного неприятное ощущение, в какую игру я бы не садился, я больше не чувствую себя в ней комфортно. Либо я играю и чувствую, что игра гонит меня вперед и говорит: чел, сколько можно, давай ты быстрее меня уже пройдешь, я покажу тебе титры и ты отстанешь от меня. Либо игра скатывается к середине и в ней просто становится душно находиться, в нее невозможно играть. Привет Elden Ring с его бесконечным лутингом навоза и зачисткой одинаковых подземелий с одинаковыми боссами, которых нельзя скипнуть, потому что нужно качаться и фармить материалы для улучшения оружия и праха. И приходится с подпорченным настроением все-таки перетерпливать этот фарм, чтобы добраться до следующего босса и уже получить настоящее удовольствие от этой игры. А самый печальный сценарий — это когда игра не бесит, не ломается и не проваливается сразу, а просто в какой-то момент становится ненужный. Ты сидишь с ней и уже не понимаешь, зачем тратишь на нее свое время. У меня так было с Tainted Grail The Fall of Avalon. Первые два акта продали мне почти идеальную для меня RPG. Она была мрачной, жутко атмосферной, это был, не знаю, какой-то идеал темного фэнтези. А потом игра начала разваливаться на глазах. Она резко потеряла темп, перестала держать внимание, и все это приключение постепенно превратилось в вязкую кашу. Мой интерес даже не смогло вернуть дополнение, которое также поначалу было очень интересным. А потом она просто утонула в рутине и постоянном напоминании от NPC, что они рыбы и что им нужны абстрактные знания о мире на поверхности. И ты это буквально слышал от каждого второго NPC, и это просто заебывало тебя уже. И нет, сейчас я не собираюсь просто обсирать какие-то отдельные игры или жанры. Тем более не хочу скатываться в это унылое «раньше было лучше» и прочий ностальгический кал. Мне интереснее другое. Что вообще делают игру местом, в котором хочется оставаться? Не просто проходить ее, не добивать до титров, а именно оставаться и быть полностью погруженным в игру. Когда я думаю о таких играх, то чаще всего я вспоминаю Mount & Blade. Это, можно сказать, моя личная Римская империя в этом вопросе. Это та игра, в которую хочется вернуться всегда. Та игра, где можно грабить те самые караваны из пасты про караваны. В ней у тебя не возникает чувства, что ты играешь как-то неправильно, тебя никуда не гонят, не ставят тебя перед фактом, что ты очередной избранный, который должен спасти мир. Тебе дают какую-то свободу. Ты можешь не упарываться в прокачку, не собирать большие армии. Ты можешь бегать вообще при желании без отряда. Да, это будет тяжеловато, но игра тебе это позволяет. Или ты можешь собрать именно прописанных персонажей, у которых есть свое имя, и бегать с ними такой своеобразной маленькой шайкой и грабить местные деревни, или сражаться с другими бандитами за какое-то влияние, и быть таким просто бизнесменом в средневековье. Если у тебя нет настроения на драки, ты можешь стать торговцем, быть тем самым караваном и устроить монополию на гнилая цыпленок. Потом, если тебе надоест торговля, ты можешь собрать маленький отряд наемников, поступить на службу в каком-нибудь государство, опять-таки тем самым зарабатывать деньги. Когда хочешь, можешь переметнуться на другое государство. Хочешь создать империю? Создай. Хочешь создать отдельное государство? Создай. Хочешь присоединиться к кому-то? Присоединяйся. У тебя есть на это свобода. И в этом плане Mount & Blade для меня не является уникальной. Похожие эмоции у меня вызывает Кенши. Но в ней накал эмоций совсем на другом уровне. Если Mount & Blade все-таки предполагает, что ты будешь собирать отряд и устраивать масштабные баталии, то Кенши больше про выживание бомжа в огромном и неприветливом мире. В Кенши ты просто кусок мяса, которое хотят запинать и обоссать абсолютно все вокруг. В твоем распоряжении только 4 твои культяпки, а может даже и меньше. И игра требует от тебя только одного — взять ответственность за свои поступки и их последствия. Хочешь — собирай бомж-отряд и гопай таких же оборванцев. Хочешь — попробуй заняться торговлей и получи пизды от голодных бомжей, которые отберут у тебя всю шаурму. Хочешь — займись строительством и построить свое собственное поселение, или стань ученым, который будет владеть всеми возможными затерянными технологиями. Хочешь — подайся в рабство и умри на каменоломнях. А если не хочешь, то тебя вообще никто не спрашивает, и без твоего спроса продадут тебя в рабство, предварительно
пиная и отбирая у тебя все твое барахло. При всей этой неприветливости Кенши не душит тебя. Ты так же, как в Mount & Blade, остаешься лишь частью ее мира, а не главным героем, который пришел в этот мир, чтобы дать пизды абсолютно всем. Ну, конечно, ты можешь стать таким, но для этого тебе придется очень сильно постараться. И даже если ты сможешь прокачаться, это не сделает тебя неуязвимым. В этой игре всегда найдется тот, кто даст тебе пизды и напомнит тебе, что ты всего лишь бомж, которых в этом мире огромное количество помимо тебя. В этом смысле Mount & Blade и Kenshi для меня довольно похожи. Это песочницы, которые дают тебе свободу и не ломают твой темп. В них ты сам решаешь, кем быть, чем заниматься и насколько вообще хочешь во все это вписываться. Казалось бы, вот оно счастье, которое искал Гатс, но суть в том, что для меня это чувство комфорта не ограничивается только такими играми. Я испытывал его и в куда более сюжетных играх. Просто там оно работает уже по-другому. Не через свободу песочницы, а через ощущение присутствия в мире. Через чувство, что ты не просто проходишь игру, а становишься частью ее мира, ты сливаешься с персонажем. Тут, наверное, сразу стоит сделать оговорку и сказать, что в таких играх сюжет не гонит тебя вперед. Он идет вместе с тобой. Ты проживаешь его вместе с героем, ты пропускаешь этот сюжет через себя. Например, Firewatch. Это, блять, гребаный шедевр. Это медитация и психологическая разгрузка на часов 5. У нее очень простой сюжет. Там нет супергероев, нет спасения мира и нет накала уровня «сейчас решится судьба человечества». Это игра про человеческие отношения, про одиночество и про уединение и побег к природе. Игра не пытается держать тебя в вечном напряге. Да, там есть сюжетные моменты, когда кажется, что игра вот-вот скатится в хоррор, но ничего не происходит резко. После напряженной сцены герой просто ложится спать, просыпается на следующий день и продолжает жить дальше, решать свои мелкие проблемы, заниматься обычной рутиной, снова бродить по лесу и разговаривать с напарницей. И именно в этом сила этой игры. И похоже, чувство у меня вызывало Каирн. Хотя, по сути, это совсем другая игра, и если Firewatch это медитация через разговоры, лес и очень человеческую историю, то Каирн это медитация скорее через одиночество, тепло и постоянный контакт с природой. Там тоже нет ощущения, что игра истерично тащит тебя вперед. Наоборот, она заставляет тебя замедлиться, вглядеться в маршрут и продумывать каждое свое движение. И за эту усидчивость она награждает тебя не катсценой, а ощущением, что ты сам выцарапал себе этот путь наверх. Небольшое количество диалогов и монологов дают волю твоим мыслям. Пока ты шаг за шагом, камень за камнем медленно карабкаешься на гору, у тебя появляется время на саморефлексию, и это охуенно. Игра не перегружает тебя квестами, болтовней и сюжетом, но и не оставляет в полной пустоте. Она просто очень точно понимает, когда ей нужно замолчать. При этом на сложных участках она приятно держит тебя в напряжении. Проходя ее, я реально физически сливался со своим персонажем. У меня потели ладошки, мне было немного страшно упасть, и я ловил кайф от каждого сложного участка, который удавалось пройти. И что особенно важно, игра не ведет тебя по какому-то одному единственному маршруту. Ты сам прокладываешь путь, сам оцениваешь риски и сам решаешь, как именно будешь забираться наверх. К этому всему добавляется приятный крафт, плюс свобода твоего действия, ты можешь пойти за каким-то артефактом, если не хочешь, то ты не идешь за ним, и это круто. В этом, наверное, есть сходство Firewatch и Каирн. Обе игры дают очень сильное чувство присутствия. Просто Firewatch делает это через тишину и диалоги, а Каирн скорее через сосредоточенность, одиночество и такое единение с природой, хотя и там присутствует природа. Я бы мог привести еще несколько примеров подобных игр, например, RDR 2 с ее огромным миром, где можно на несколько часов залипнуть на виды природы или несколько часов просто пропасть в том, что ты будешь охотиться или рыбачить. Также отдельным жанром для меня стоят градостроительные и экономические симуляторы по типу City Skyline или Anno 1800, где вы не обязаны как можно быстрее построить какой-то супер мегаполис, который будет максимально эффективно производить какие-то ресурсы, а можете просто строить свою маленькую уютную деревню, которая останется такой навсегда.
Если захотите, можете построить вообще не идеальный город. Да и в целом вы свободны выбирать, что вы делаете. Хотите, можете его вообще разрушить. Но дело ведь не в списке таких игр, или даже не в определенном жанре. Дело в том, что подобные игры могут дать то, что реальная жизнь в последние годы отбирает все чаще и чаще. Когда в реальной жизни каждый день происходит какой-то пиздец, такие игры начинают значить сильно больше, чем просто хороший геймплей или приятный вайб. Постоянные блокировки и запреты, введение новых штрафов, постоянное чувство нестабильности и неуверенности в завтрашнем дне, проблемы, которые приходится решать с горящей жопой каждый день, работа, аренда, здоровье, которое не становится лучше от переработок и постоянного стресса, поиск работы с адекватными условиями — это вообще что-то нереальное сегодня. Или собственное жилье, о котором остается только мечтать. В какой-то момент ты просто заебываешься жить в мире, который все время чего-то от тебя хочет. Хочешь, чтобы ты держался вот в идеальной форме, не выпадал из его темпа, справлялся со всем как терминатор, планировал будущее, сохранял стабильность, которой у тебя по факту нету. И вот тогда такие игры начинают цеплять уже не как игрока, а как человека, потому что они дают очень редкую возможность почувствовать предсказуемость и стабильность, понятные правила, понятный результат за понятные действия и определенные действия. Они не заставляют тебя срочно соответствовать какому-то идеалу и вообще стремиться куда-либо. Не выталкивают тебя обратно в гонку, если ты просто хочешь приостановиться, отдышаться и отдохнуть. Я не говорю, что хочу сбежать от реальности навсегда или отказаться от ответственности от чего-либо в настоящем мире. Иногда хочется просто выдохнуть, побыть овощем, не быть все время человеком, который что-то чинит, решает и тащит. Хочется хотя бы на пару часов убежать в ту самую Нарнию, где тебе не нужно заслуживать права на покой. На самом деле, такие игры никуда не исчезли, и мои примеры выше это только подтверждают. Но они все-таки остаются меньшинством. А большинство игр сегодня это бесконечно взрывающийся аттракцион бесконечного какого-то счастья и дофамина. Разработчики с первых минут начинают бороться за твое внимание, заваливают тебя квестами, активностями, лутом, вопросиками на карте, сюжетными поворотами и вечным ощущением, что нужно быстрее бежать вперед и ни в коем случае не останавливаться. Они как будто боятся оставить тебя в покое хотя бы на несколько минут. Боятся, что стоит дать тебе передышку, и ты отвлечешься, выдохнешь и просто закроешь игру. Поэтому игры, в которых можно просто остаться, остановиться на несколько минут или часов и просто морально отдохнуть, занявшись каким-то делом, которым ты хочешь заниматься, становится какой-то редкостью, становится редким удовольствием. И если уж совсем честно, я и сам часто ведусь на этот SDVG крючок и большую часть времени играю именно в такие AAA эпичные игры, но душа все равно тянется немного к другому, к играм, которые не пытаются удержать тебя любой ценой, а просто дают тебе пространство, в котором хочется быть. На этом все. Делитесь в комментариях примерами игр, где вы отдыхаете и чувствуете себя спокойно и в своей тарелке. Также залетайте в Telegram, где можно пообщаться. Также буду туда что-нибудь постить. Я пока даже не знаю, что туда можно постить, но, наверное, какой-то материал, который не будет попадать в видосы. Те же обзоры на игры, которые я не хочу записывать, потому что обзоры это как-то скучно. Да и в целом, как бы, в обзорах можно ограничиваться словом какой-то абстрактной оценки по типу 12 из 10, и больше сказать-то и нечего. Вот. Туда уже подписалось целых 2 человека, за что им огромное спасибо. И увидимся в следующих видео.